Готовлю шоколадно-тыквенный торт «Мирабель». Торт получается очень вкусный. В нем гармонично сочетаются шоколадные и тыквенные коржи в молочном сиропе с шоколадным крем-чизом. Обо всех нюансах приготовления я расскажу в данной публикации. Запеченную тыкву пробиваю блендером до получения однородного пюре. В яйца всыпаю сахар, вымешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы яйца стали пышные. Добавляю растительное масло, тыквенное пюре и цедру лимона. Перемешиваю недолго миксером. Всыпаю сразу всю муку, разрыхлитель и соль. Перемешиваю на низких оборотах миксера, чтобы получилось однородное тыквенное тесто без комочков. Тыквенное тесто отставляю в сторону. Во вторую чашу с яйцами всыпаю сахар. Вымешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы яйца стали пышные. Добавляю сметану и растопленное сливочное масло. Недолго перемешиваю миксером. Всыпаю сразу всю муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Перемешиваю на низких оборотах миксера, чтобы получилось однородное шоколадное тесто без комочков. По двум формам для выпекания с выстеленными пекарской бумагой порционно при помощи столовой ложки, комбинируя, выкладываю тесто следующим образом. Прокручиваю каждую форму и выравниваю сверху тесто при помощи силиконовой лопатки. Формы с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 60 минут. Для сиропа в сгущенное молоко вливаю воду, перемешиваю, убираю молочный сироп в холодильник. Для приготовления крема творожный сыр вымешиваю миксером. В творожный сыр добавляю мягкое сливочное масло, вымешиваю миксером до однородности. В какао-порошок всыпаю сахарную пудру и перемешиваю. В творожно-масляную основу всыпаю сухую смесь, тщательно вымешиваю миксером, чтобы получился однородный шоколадный крем. Готовый шоколадный крем хорошо держит форму, он стабильный и не опадает с венчиков миксера. Готовый крем убираю в холодильник. У остывших бисквитов срезаю шапочки. Одну шапочку убираю в теплую духовку на просушку, так как она пойдет в качестве крошки для обсыпки торта, а вторую шапочку убираю в холодильник, она пригодится для декорирования. Оба бисквита разрезаю на 2 бисквитных коржа. В итоге получилось 4 коржа и 2 шапочки. Поверхность для сборки торта смазываю кремом для устойчивости. Выкладываю первый бисквитный корж срезом вверх. Пропитываю молочным сиропом при помощи кисточки. Сверху выкладываю часть крема. Осторожно распределяю крем палеткой по всей площади бисквитного коржа. Накрываю вторым коржом и в такой же последовательности собираю торт. Очень важно, чтобы крем во время сборки был охлажденный, а коржи остывшие. Также при распределении крема формируйте небольшой бортик, чтобы после сборки торт был ровный. Оставшийся крем распределяю по всему торту. Выравниваю торт палеткой. Выровнять торт можно также лопаткой или шпателем. Убираю торт в холодильник. Подсохшую бисквитную шапочку поломала на кусочки. Пробиваю в блендере. При отсутствии блендера просто перетрите корж скалкой в мелкую крошку. Вторую шапочку из холодильника прорезаю ножом на фрагменты, которые станут украшением на торте. Обсыпаю торт крошкой по всей боковине, фиксируя на креме, чтобы крошка хорошо держалась и не осыпалась. Декорирую торт фрагментами коржа. Крупные фрагменты я разместила по самому краю, а более мелкими заполнила середину. Готовый торт убираю в холодильник, накрыв пищевой пленкой до следующего дня. Торт «Мирабель» получился очень вкусный. Здесь гармонично сочетается шоколад с тыквенной выпечкой. Приятного аппетита! Попробуй, скажешь, тебе понравился этот торт? Нет, вообще молодец, такой классный торт сделал. А я бы так не смог. Немножко очень вкусный. Угу. И сытный такой. Угу. Заметил, что шоколад, он с тыквой идеально сочетается. Как подчеркивает вкус вот даже тыквы, да, необычно такой получается. Буду так дальше продолжать. Я, кстати, напиток с целлюлозой же пью. Целлюлоза, она блокирует усасывание сахара. Это считается ингибитором глюкозы. И сахар в крови так не поднимается. Не могу его осилить. Если что, я помогу. Не помогу, если я его потом доем.